Sega Genesis всегда считалась слабее своих конкурентов. Меньше цветов, проще эффекты, скромнее железо. Но тогда возникает вопрос, как на этой консоли появились игры, которые до сих пор выглядят красиво. Сегодня мы разберем 14 таких проектов. Игры, которые выжили из Genesis максимум. Crusader of Senti, 1994 год. Crusader of Senti — это красочный и увлекательный экшен-РПГ на Sega, который до сих пор считается одной из самых красивых и детализированных игр на консоли. Игра сочетает исследования, сражения и взаимодействие с животными-компаньонами, создавая живой атмосферный фэнтезийный мир. Главный герой Сена — молодой воин, который отправляется в приключения, чтобы спасти свой мир от тьмы. Игрок исследует разнообразные локации, леса, деревни, подземелья и замки. Каждая зона насыщена деталями, интерактивными объектами и секретами. Визуально игра поражает яркими цветами, плавной анимацией и тщательно прорисованными персонажами. Мир живет и дышит. Враги двигаются динамично, эффекты магии выглядят зрелищно. А взаимодействие с животными-компаньонами добавляет еще больше разнообразия. Геймплей сочетает активные сражения и стратегическое использование животных-компаньонов, которые дают игроку новые способности и помогают проходить сложные участки уровней. Игроку приходится решать головоломки, изучать окружение и выбирать тактику боя, что делает прохождение насыщенным и увлекательным. Особого внимания заслуживают боссы. Каждый из них уникален, требует тактики и умения использовать способности героя и животных, а сражения с ним выглядят эффектно и запоминаются надолго. В итоге Crusader of Senti — это один из самых красивых и глубоких экшен-РПГ на Sega. Игра сочетает визуальную яркость, разнообразный геймплей и увлекательное приключение, оставаясь любимой классикой среди фанатов ретро. Dynamite Headdy, 1994 год. Dynamite Headdy — это яркий и оригинальный платформер на Sega, который поражает визуальной стилевой смелостью, необычными механиками и разнообразием уровней. Игра остается одной из самых креативных и красивых в эпоху 16 бит. Главный герой — Хэдди, кукольный персонаж с уникальной способностью отрывать и метать собственную голову, используя ее как оружие и инструмент взаимодействия с окружением. Эта механика делает геймплей необычным и многослойным, позволяя решать головоломки, атаковать врагов и преодолевать препятствия. Визуальный стиль игры поражает разнообразием и яркостью. Уровни оформлены в мультяшной, почти психоделической стилистике. Красочные фоны, необычные формы врагов и яркие эффекты делают каждый уровень уникальным. Анимации плавные и выразительные, а каждый элемент окружения кажется живым и интерактивным. Геймплей сочетает платформинг, исследование и экшен. Игрок преодолевает ловушки, сражается с врагами и собирает бонусы, а каждая зона предлагает новые вызовы и уникальные механики. Боссы игры крупные, креативные и требуют как реакции, так и умения использовать способности Хэдди с умом. Особого внимания заслуживают сменяющиеся визуальные стили уровней, от ярких мультяшных миров до более мрачных и фантастических локаций, что создает ощущение постоянного разнообразия и динамики. В итоге Dynamite Headdy — это не просто платформер, а настоящий визуальный и геймплейный эксперимент на Sega. Яркая графика, креативные механики и насыщенные уровни делают игру одной из самых запоминающихся и стильных игр эпохи 16 бит. Beyond Oasis, 1994 год. Beyond Oasis — это красочный и захватывающий экшен-РПГ на Sega, который выделяется яркой графикой, плавной анимацией и атмосферным фэнтезийным миром. Игра сочетает динамичные сражения, исследование уровней и магические способности персонажей, создавая глубокий и увлекательный опыт. Главный герой — принц Али, которому предстоит спасти свой мир, используя магическое оружие и призывая элементальных союзников. Игрок путешествует по разнообразным локациям, от оживленных городов до темных подземелий, лесов и разрушенных храмов. Каждая зона оформлена с вниманием к деталям и насыщена интерактивными объектами. Визуальная игра поражает. Насыщенные цвета, плавные анимации и разнообразные эффекты магии создают впечатляющую картинку. Динамические битвы выглядят зрелищно.
Удары, заклинания и спецэффекты сочетаются с отличной реакцией управления, что делает каждый бой увлекательным. Геймплей сочетает платформенные элементы, исследования и активные сражения. Игроку нужно комбинировать оружие и магические силы, использовать окружающую среду и вовремя реагировать на врагов. Элементальные союзники добавляют тактическую глубину, позволяя использовать их способности для решения головоломок и победы над противниками. Игра также известна своей реиграбельностью. Множество секретов, бонусов и альтернативных путей прохождения делают каждое новое прохождение интересным. Боссы разнообразны, стратегичны и визуально эффектны, а их поражение требует умений и планирования. В итоге, Beyond Oasis — это один из самых красивых и динамичных экшен-RPG на Sega. Яркая графика, магические эффекты и увлекательный геймплей делают игру настоящим шедевром эпохи 16 бит и до сих пор любимый среди фанатов ретро. Landstalker, 1992 год. Landstalker — это красочный и увлекательный приключенческий экшен на Sega с уникальной изометрической графикой, который до сих пор считается одним из самых красивых и атмосферных проектов консоли. Игра сочетает платформинг, головоломки и исследования обширного фантастического мира. Главный герой — Нигель, ловкий охотник за сокровищами, который отправляется на поиски легендарного клада короля Нол. Игрок исследует разнообразные локации, от густых лесов и темных пещер до замков и древних руин, каждый уголок который наполнен деталями и интерактивными объектами. Визуальная игра впечатляет. Яркие насыщенные цвета, продуманные изометрические уровни, плавные анимации персонажей и эффектные спецэффекты делают мир живым и динамичным. Благодаря изометрической перспективе каждая локация кажется объемной, а высота платформ и прыжки добавляет ощущение трехмерности. Геймплей сочетает исследования, головоломки и динамичные сражения. Игроку предстоит прыгать по платформам, избегать ловушек, сражаться с врагами и собирать предметы. Важную роль играет тактическое решение. Некоторые пути требуют внимательности и правильной последовательности действий. Особое внимание уделено исследованиям и сбору сокровищ. Игра полна секретных комнат, скрытых предметов и бонусов, что повышает реиграбельность и поощряет внимательность. Боссы требуют комбинации ловкости и умения использовать окружение, что делает сражение запоминающимся. В итоге, Landstalker — это одна из самых красивых и атмосферных игр на Sega. Игра удачно сочетает яркий визуальный стиль, изометрическую перспективу и увлекательный геймплей, создавая захватывающие приключения, которое до сих пор остается любимым среди фанатов ретро-игр. Gangsta Heroes, 1993 год. Gangsta Heroes — это один из самых динамичных и зрелищных экшен на Sega. Игра стала настоящим эталоном жанра Run and Gun, благодаря скорости, разнообразию и техническому уровню исполнения. С первых минут игра задает бешеный темп. Постоянные перестрелки, взрывы, движения без остановки и враги, атакующие со всех сторон. Управление максимально отзывчивое, что позволяет точно контролировать персонажа даже в самых хаотичных ситуациях. Главная особенность — уникальная система оружия. Игрок может комбинировать различные типы вооружения, создавая новые виды атак. Уровни поражают разнообразием. Здесь есть классические перестрелки, поездки на вагонетках, полеты и даже сражения в нестандартных форматах. Игра постоянно меняется и не дает заскучать ни на секунду. Отдельного внимания заслуживают боссы. Они огромные, креативные и часто занимают почти весь экран. Бои с ними требуют не только реакции, но и понимания механик, а сами сражения выглядят как настоящий визуальный спектакль. Визуальная игра впечатляет количеством эффектов. Взрывы, анимации, плавные движения и насыщенные цвета делают происходящее очень зрелищным. Для 16-битной эпохи это был настоящий технический прорыв. Также стоит отметить кооператив. Играть вдвоем еще веселее, особенно учитывая хаос и динамику происходящего. В итоге, Gangsta Heroes — это одна из лучших экшен-игр на Sega. Она сочетает скорость, креативность и зрелищность, оставаясь настоящей классикой и обязательной к прохождению для всех любителей ретро-игр. Mickey Mania — The Timeless Adventures, 1994 год. Mickey Mania — это один из самых красивых и атмосферных платформеров на Sega.
созданный по мотивам классических мультфильмов Disney. Игра выделяется своим уникальным подходом. Она проводит игрока через разные эпохи анимации. Главный герой — Микки Маус. И каждое приключение основано на известных мультфильмах с его участием. Уровни повторяют сцены из классики, начиная с черно-белого и заканчивая более современными и детализированными эпизодами. Благодаря этому игра выглядит как интерактивная история развития анимации. Визуально проект поражает разнообразием. Каждый уровень отличается стилем, от простых черно-белых сцен до ярких, насыщенных и детализированных локаций. Анимации персонажей выполнены очень плавно и точно передает дух оригинальных мультфильмов, создавая ощущение, будто игрок управляет живым мультфильмом. Геймплей сочетает платформинг и элементы экшена. Микки использует различные способы атаки, например, бросает предметы или оглушает врагов. При этом игра делает акцент не только на скорости, но и на внимательности. Многие ловушки требуют точного расчета и аккуратности. Особенно выделяются уровни с нестандартными ситуациями. Побеги, преследования и неожиданные смены темпа делают прохождение разнообразным. Игра постоянно удивляет новыми механиками и визуальными эффектами. Однако стоит отметить, что игра довольно сложная. Некоторые участки требуют точности и терпения, а ошибки могут дорого стоить. Тем не менее, это добавляет напряжение и делает прохождение более запоминающимся. В итоге Mickey Mania — это не просто платформер, а настоящее путешествие по истории анимации на Sega. Благодаря своей визуальной красоте, разнообразию уровней и атмосфере классических мультфильмов, игра остается одной из самых ярких и необычных в библиотеке консоли. Animaniacs, 1994 год. Animaniacs — это яркий и харизматичный платформер на Sega, созданный по мотивам популярного мультсериала от Warner Bros. Игра отлично передает дух оригинала, юмор, безумие и мультяшную энергетику. Главный герой — Яко, Вако и Дот. Игрок управляет троицей сразу, и между персонажами можно переключаться, используя их уникальные способности для решения задач и прохождения уровней. Визуально игра максимально приближена к мультфильму. Яркие цвета, плавные анимации и выразительные движения персонажей создают ощущение, будто смотришь интерактивный эпизод. Уровни разнообразны, от киностудии до фантастических локаций, каждая со своими механиками и секретами. Геймплей сочетает платформинг, элементы головоломок и исследований. Часто нужно использовать способности разных персонажей. Один может атаковать, другой переносить предметы или взаимодействовать с окружением. Это добавляет игре глубины и заставляет думать, а не просто бежать вперед. В игре много юмора, как визуального, так и ситуативного. Враги, анимации и события постоянно отсылают к стилю мультсериала, создавая легкую и веселую атмосферу. Однако игра может показаться непростой. Некоторые загадки неочевидны, а управление тремя персонажами требует привыкания. Тем не менее, это делает прохождение более интересным и разнообразным. В итоге Animaniacs — это один из самых стильных и необычных платформеров на Sega. Игра удачно сочетает юмор, яркую графику и разнообразный геймплей, оставаясь отличным примером качественной адаптации мультсериала в игру. Ristar, 1995 год. Ristar — это яркий и красивый платформер, который выделяется визуальным стилем, плавной анимацией и необычными механиками. Главный герой — Ristar — звездоподобный персонаж с длинными руками, которыми он может хватать врагов, предметы и платформы, что создает уникальный и динамичный геймплей. Игра поражает разнообразием и детализированностью уровней. От зеленых лесов до лавовых пещер, от ледяных планет до механических баз. Каждая локация оформлена ярко и с множеством интерактивных объектов, плавными анимациями и красочными эффектами, что делает игровой мир живым и увлекательным. Геймплей сочетает классический платформинг с инновационными механиками. Игрок использует руки Ristar для прыжков, атак и решения головоломок, исследуя секретные зоны и сражаясь с разнообразными врагами. Управление отзывчивое, а уровни спроектированы так, чтобы сочетать скорость и точность. Особого внимания заслуживают боссы. Каждый из них уникален.
требуют стратегии и умения использовать способности героя. Бои динамичные и зрелищные, с множеством визуальных эффектов. Игра сочетает яркую графику, оригинальный геймплей и увлекательное приключение, оставаясь любимой классикой эпохи 16 бит. Comix Zone, 1995 год. Это был эксперимент – сделать игру полностью стилизованную под комикс. Comix Zone — это одна из самых оригинальных и визуально уникальных игр на Sega, которая превращает классический битэмап в настоящий интерактивный комикс. Главной фишкой игры — ее подача. Все действие разворачивается прямо на страницах комикса. Уровни разделены на панели, между которыми герой буквально перепрыгивает. Такой стиль выглядит невероятно свежо даже сегодня и делает игру по-настоящему запоминающейся. Игрок управляет скетч-тернером, художником, которого затягивают внутрь собственного комикса. Теперь ему предстоит сражаться с врагами, решать головоломки и противостоять главному злодею, созданному его воображением. Геймплей сочетает драки, исследования и элементы головоломок. Помимо ударов руками и ногами, герой может использовать предметы, взаимодействовать с окружением и даже призывать крысу-помощника для поиска секретов. Важно следить за ресурсами. Здоровье ограничено, а использование предметов может его тратить, что добавляет тактический элемент. Визуальная игра впечатляет деталями. Перерисованные вручную панели, анимации перелистывания страниц, разрывы бумаги и эффекты, будто нарисованные прямо на глазах. Все это создает эффект, будто игрок действительно находится внутри живого комикса. Однако игра известна своей высокой сложностью. Враги наносят ощутимый урон, а ресурсов часто не хватает, из-за чего каждое решение становится важным. Это делает прохождение напряженным и требует аккуратности. В итоге Comix Zone — это не просто экшен, а настоящий художественный эксперимент на Sega. Благодаря уникальной подаче, стильной графике и необычному геймплею, игра остается одной из самых ярких и креативных в библиотеке консоли. Игру высоко оценили за оригинальность, но критиковали за сложность. Сегодня это одна из самых уникальных игр в истории. Aladdin, 1993 год. Игра разработана студией Virgin Games при участии Disney. Использовалась технология оцифровки анимаций, как в мультфильмах. Сюжет игры следует основным событиям мультфильма. Игрок управляет Аладдином, который должен пройти через несколько уровней, основанных на сценах из мультфильма. В этом ему мешают стражи султана и различные животные. Аладдин может защищаться с помощью сабли и метать яблоки во врагов. Индикатором здоровья служит лампа с дымком из горлышка. Чем короче дым, тем меньше у игрока жизни. В некоторых местах уровней можно встретить бродячего торговца. У него можно обменять алмазы на жизни или продолжение игры в случае потери всех жизней. Игра использовала технологию Digicel, что позволило создать детализированную рисованную графику, которая на момент выхода считалась передовой для консоли. Игру хвалили за графику, звуковое сопровождение и атмосферу мира Аграбы. Игра стала бестселлером и получила культовый статус. Было продано более 4 миллионов копий, что позволило Аладдину войти в тройку лидеров по продажам за все время существования консоли. Червяк Джим, 1994 год. Игра вышла в 1994 году и была создана студией Shiny Entertainment. Команда поставила цель сделать игру, которая будет выглядеть как настоящий мультфильм, но при этом максимально безумный и нестандартный. Жизнь обычного дождевого червя кардинально меняется, когда на него падает супер-киберкостюм. Высокотехнологичный доспех, дарующий невероятную силу и разум. Червяк, получивший имя Джим, становится супергероем и отправляется в путешествие, чтобы спасти принцессу и остановить злодеев. Червяк Джим — это 2D-платформер с элементами экшена и головоломок. Джим умеет прыгать, бегать, стрелять из бластера, использует свое тело как хлыст, чтобы бить врагов, цепляться за крюки и раскачиваться, взаимодействовать с окружением. Игра славится разнообразием локаций и неожиданными механиками. В 1994 году Червяк Джим выделялся высоким качеством визуала. Красочная, сочная, детализированная графика, плавная анимация персонажей, колоритные и запоминающиеся локации,
харизматичный дизайн Джима и других героев. Многие уровни получили имена в честь разработчиков. Червяк Джим — это настоящий шедевр эпохи 16-битных консолей. Игра сочетает в себе динамичный геймплей, уникальный стиль и неподражаемый юмор. Она стала культовой и до сих пор ценится фанатами ретро-игр. Rocket Knight Adventure. Rocket Knight Adventure — это яркий и невероятно динамичный платформер на Sega, который по праву считается одной из самых красивых и оригинальных игр своего времени. Проект от Konami удивляет не только визуальным стилем, но и необычными игровыми механиками. Главный герой — рыцарь-опоссум с реактивным ранцем за спиной. Именно этот ранец задает весь темп игры. С его помощью можно делать мощные рывки, пробивать врагов, преодолевать препятствия и буквально пролетать уровни. Управление требует точности, но дарит ощущение скорости и контроля. Визуальная игра впечатляет разнообразием. Здесь есть средневековые замки, густые леса, подземелья, а затем действие неожиданно переносится в механические базы и даже в воздушные сражения. Уровни наполнены деталями, а анимации плавные и выразительны, что делает происходящее на экране живым и насыщенным. Геймплей постоянно меняется. Классический платформер чередуется с полетами на реактивном ранце, поездками на вагонетках и даже сражениями на гигантских машинах. Благодаря этому игра не дает заскучать. Каждый уровень приносит что-то новое. Отдельного внимания заслуживают боссы. Они крупные, разнообразные и требуют особого подхода, а не просто быстрой реакции. Бои выглядят зрелищно и хорошо запоминаются. В итоге Rocket Knight Adventure — это один из самых оригинальных и красивых платформеров на Sega. Sonic 3 Knuckles. Игра вышла в 1994 году и была создана компанией Sega. Sonic 3 Knuckles — одна из самых красивых и технологично продвинутых игр на Sega, которая до сих пор считается вершиной 2D-платформеров своего времени. Игра буквально выжимает максимум из возможностей консоли, демонстрируя яркую палитру цветов, детализированные задники и невероятно плавную анимацию. Визуальная составляющая — главное достоинство проекта. Каждая зона уникальна, от солнечных тропических островов до мрачных лавовых пещер. Уровни наполнены движущимися элементами, световыми эффектами и интерактивными объектами, благодаря чему мир кажется живым. Анимации персонажей выполнены на высшем уровне. Они двигаются плавно и выразительно, что усиливает ощущение скорости и динамики. Геймплей остается классическим для серии. Быстрые забеги, прыжки, петли и поиск секретных путей. Игрок собирает кольца, открывает бонусные уровни и сражается с боссами в конце каждой зоны. При этом уровни стали значительно больше и разнообразнее, предлагая несколько маршрутов прохождения и поощряя исследования. В итоге Sonic 3 Knuckles — это не просто отличный платформер, а настоящий визуальный шедевр эпохи 16 бит. Игра до сих пор впечатляет своей красотой, скоростью и вниманием к деталям, оставаясь одной из лучших частей в серии. Vectorman. Игра вышла в 1995 году и разработана студией Blue Sky Software. Создавалась как демонстрация того, что Genesis все еще способен конкурировать с более новыми системами. Vectorman — один из самых технологически впечатляющих и визуально необычных игр на Sega, которая выделяется своей псевдо-3D-графикой и уникальным стилем. Игра показывает, насколько далеко можно было продвинуться в рамках 16-битной эпохи. Главная особенность — внешний вид. Весь мир игры создан с использованием заранее отрендеренных 3D-моделей, благодаря чему картинка выглядит объемной и современной, даже по меркам своего времени. Главный герой, Vectorman, состоит из множества светящихся сфер, что создает эффект плавной и живой анимации. Фоны детализированы и наполнены техногенной атмосферой. Разрушенные земли, механические структуры и токсичные пейзажи формируют уникальный визуальный стиль. Геймплей сочетает платформер и шутер. Игроку предстоит не только прыгать по уровням, но и активно сражаться с врагами, используя разнообразное оружие. Управление отзывчивое, а динамика высокая. Игра постоянно подталкивает двигаться вперед, уничтожая противников и избегая ловушек. Одной из ключевых особенностей являются трансформации.
Вектормен может превращаться в разные формы, от бомбы до буровой установки, что добавляет разнообразие и помогает проходить сложные участки уровня. Это делает игровой процесс более вариативным и интересным. Уровни разнообразны и наполнены секретами, а боссы требуют не только реакций, но и понимания их поведения. Игра постепенно усложняется, предлагая новые механики и испытания. В итоге, Vectorman — это не просто экшен-платформер, а настоящий технический прорыв для Sega. Благодаря своей необычной графике, динамичному геймплею и оригинальным идеям, игра остается одной из самых запоминающихся и красивых на консоли.